В Османской империи не спасали ни власть, ни любовь, ни родственные связи. Здесь брат убивал брата, отец подписывал смертный приговор сыну, а самые могущественные люди исчезали за одну ночь. Сегодня вы узнаете, как на самом деле закончили свою жизнь герои великолепного века. Поверьте, некоторые из этих историй намного страшнее, чем показали в сериале. Погнали! Ибрагим Паша Паргалы. Великий визирь и самый близкий друг султана Сулеймана прошел путь от простого греческого рыбака до второго человека в Османской империи. Однако непомерное гордолюбие, возвышение собственного эго над властью повелителя и постоянные конфликты с Хюррем Султан предопределили его печальный финал. Сулейман долго колебался, ведь когда-то дал Ибрагиму клятву беречь его жизнь. Чтобы обойти это обещание, падишах обратился к кадию Абу Сауду Эфенди, который нашел юридическую лазейку: клятва теряет силу, пока повелитель спит. В роковую ночь Ибрагим был приглашен на совместную трапезу в дворец Топкапы, после чего остался ночевать. Пока султан спал в соседней комнате, глухонемые палачи напали на визиря. Несмотря на отчаянное сопротивление, Ибрагим Паша был задушен шелковым шнурком. Его тело тайком вывезли из дворца и погребли в безымянной могиле без всяких почестей. Шехзаде Мустафа. Старший сын Сулеймана и Махидевран Султан был любимцем народа и османского войска, в нем видели идеального будущего правителя. Но именно эта популярность и плетущиеся вокруг него интриги стали причиной его трагедии. Хюррем Султан и великий визирь Рустем Паша сфабриковали поддельное письмо, которое доказывало, будто Мустафа вступил в тайный сговор с персидским шахом и готовит свержение собственного отца. Сулейман, опасаясь потери власти, поверил в предательство. Во время военного похода Шехзаде прибыл в военный лагерь отца, уверенный в своей невиновности, несмотря на предупреждения верных людей. Как только Мустафа вошел в шатер падишаха, за его спиной закрылись шторы, а вместо отца его встретили палачи. Шехзаде мужественно боролся за свою жизнь, но был повержен и задушен. Султан наблюдал за казнью собственного сына из-за ширмы с тяжелым сердцем, но безжалостно. Хюррем Султан. Великая госпожа, прошедшая путь от бесправной пленницы Александра до самой могущественной женщины Османской империи и законной жены султана, встретила свой финал не от рук врагов или палачей. После долгих лет жестокой борьбы за выживание своих детей и за любовь Сулеймана ее подкосила неизлечимая и мучительная болезнь. На ее шее образовалась опасная нарывная язва, которую лекари того времени не смогли исцелить. Осознавая скорый уход, Хюррем посвятила последние дни примирению с близкими, прощению врагов и добрым делам. Она попросила прощения у Махидевран Султан и попрощалась со всеми своими детьми. Роковой день стал самым драматичным для повелителя. Хюррем Султан скончалась на руках у глубоко скорбящего Сулеймана в саду дворца Топкапы. Ее уход окончательно сломил дух падишаха, который погрузился в глубокую печаль до конца своих дней. Шехзаде Мехмед. Первенец Сулеймана и Хюррем Султан был главным фаворитом повелителя на османский престол. Он отличался добротой, благородством, умом и искренней любовью к своим братьям, избегая дворцовых заговоров. Однако именно его успехи и близость к отцу вызвали жгучую ненависть и страх у Махидевран Султан, которая опасалась за судьбу своего сына Мустафы. Назначенный Санджак Беем Манисы, Мехмед успешно правил провинцией, но не знал, что в его окружении проник слуга по имени Ильяс, подосланный Махидевран. Во время фехтования Ильяс намеренно ранил Шехзаде, а затем приложил к его ране повязку, зараженную смертоносной оспой. Молодой и полный сил принц быстро угас от вспыхнувшей болезни. Смерть любимого сына стала тяжелейшим ударом для Сулеймана, который в память о Мехмеде приказал возвести в Стамбуле великолепную мечеть Шехзаде. Шехзаде Баязид. Один из самых смелых и вспыльчивых сыновей Хюррем и Сулеймана вступил в открытую кровопролитную войну со своим братом Селимом за право унаследовать османский престол. После поражения в битве под Каньей-Баязид вместе со своими 4 сыновьями был вынужден искать убежище у персидского шаха Тахмаспа. Однако шах оказался коварным союзником. За огромный денежный выкуп и обещание мира он предал Шехзаде и выдал его посланникам Сулеймана и Селима. В персидских землях Баязид и его молодые сыновья были переданы в руки палачей, присланных Селимом.
Главной трагедией для Шехзаде стало то, что его заставили смотреть на казнь собственных детей, и только после этого задушили его самого. Позже по приказу Селима был отыскан и убит даже самый младший, трехлетний сын Баязида, оставленный в Бурсе, чтобы навсегда искоренить эту ветвь династии. Шехзаде Джихангир. Младший сын Сулеймана и Хюррем с рождения страдал от тяжелого физического дефекта врожденного гарба, из-за чего он не претендовал на трон, но обладал тонкой душой, глубоким умом и невероятной добротой. Джихангир безумно любил своего старшего сводного брата Мустафу и искренне верил в его невиновность. Казнь Мустафы нанесла младшему Шехзаде сокрушительный психологический и физический удар. Находясь в военном лагере вместе с отцом, Джихангир погрузился в глубочайшую депрессию, отказался от еды и воды, а его врожденная болезнь резко обострилась, причиняя невыносимые мучительные боли. Чтобы глушить страдания юноши, лекари давали ему сильные дозы опиума. Не выдержав тоски по казненному брату и истощения, Джихангир угас прямо на глазах у беспомощного и терзаемого виной султана Сулеймана. Хатиджа Султан. Любимая сестра султана Сулеймана и вдова Ибрагима Паши так и не смогла оправиться после трагической гибели своего мужа. Вся ее жизнь превратилась в бесконечную месть и страдательное существование, а главным виновником всех своих бед она считала Хюррем Султан. Хатиджа плела множественные заговоры, прибегала к колдовству и в итоге организовала похищение Хюррем, из-за чего-то исчезла на долгие годы. Когда Сулейман узнал об участии сестры в этом преступлении, он потребовал раскрыть местонахождение своей любимой жены. Однако Хатиджа предпочла уйти из жизни, но не выдать секрет. Она выпила заранее подготовленный смертельный яд прямо на глазах у повелителя. Умирая на руках у рыдающего брата, Хатиджа заявила, что забрала у него Хюррем навсегда, так же, как он когда-то забрал у нее Ибрагима, после чего испустила последний вдох. Султан Сулейман Великолепный. Правитель, при котором Османская империя достигла наивысшего расцвета, прожил долгую и полную драматических событий жизнь. Потеряв почти всех своих детей, верных друзей и любимую Хюррем, стареющий султан остался в глубоком одиночестве и постоянно терзался мучениями совести. Несмотря на преклонный возраст, сильную подагру и общую слабость тела, Сулейман решил лично возглавить свой последний военный поход на венгерскую крепость Сигитвар. Властелин мира хотел умереть как настоящий воин на поле боя, а не в роскошных покоях дворца. Его сердце остановилось прямо в военном шатре за несколько часов до решающего и победоносного штурма крепости. Великий визирь Соколу Мехмед Паша скрыл смерть падишаха от солдат, чтобы избежать паники в армии, и бальзамированные останки повелителя тайком доставили в столицу для пышных похорон. Каждая из этих трагедий навсегда изменила ход истории и оставила глубокий след в сердцах зрителей. Напишите в комментариях, чья смерть стала для вас самой больной и невероятной. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи!